В октябре 1999 года отец 4-летней Юли поехал на рынок продавать картошку и взял с собой девочку. Я плакала: «Папочка, папочка, возьми меня с собой». Он сдался и взял меня, а старшую сестру оставил дома. Она меня ревновала по-детски, мол, раз папа взял меня с собой, значит меня больше любит, вспоминает девушка. В новое село возвращались последней электричкой. В пути отца избили, а когда он очнулся, девочки уже не было. Потом они меня искали, ездили на этом поезде Минск, Осиповичи, спрашивали у людей, что и как, объявления расклеивали. Спустя какое-то время они переехали из деревни Новое село в Черековский район, они там до сих пор живут, рассказала Юлия. Пока в Беларуси массово искали 4-летнего ребенка, Юлия очутилась в Рязани. 21 октября на станции Рязань-2 девочку обнаружила милиция. Родители, которые меня воспитали здесь, в Рязани, рассказывали мне, что я, маленькая, говорила тогда, объясняет девушка. Я говорила, что ходила с какими-то дядей и тетей. Мы собирали деньги и прятались от милиции в каких-то домах заброшенных. Помню, очень боялась попасть в милицию, потому что мы были без документов. Даже когда жила уже со своими новыми родителями, очень боялась попасть в милицию. Когда мимо проезжала милицейская машина, я говорила: «Мам, я боюсь, мало ли, они нас заберут». Этот страх меня всегда преследовал. Так вот, в Рязани этот незнакомый мужчина высадил меня из поезда. Я захотела в туалет, меня спустили прямо на рельсы, и тут ко мне подошли сотрудники милиции. Вот так меня взяли. Что это были за дядя и тетя, Юлия не помнит. Сейчас девушка предполагает, что это, возможно, были цыгане. Сотрудники милиции, а потом и опекуны думали, что меня родители просто взяли и оставили на вокзале. По словам же ребенка, особенно ничего не скажешь. «Ну, мужчина оставил, а что за мужчина?» — рассказывает она. Они по России везде пробили эту информацию, наверное, объявление дали, что нашелся ребенок. Но никто не откликался, ничего не было. Никому в голову не приходило искать в Беларуси. Хотя я произносила белорусские слова «цибуля» вместо «лук», «бульба» вместо «картошка». Но на это внимание не обратили. В Рязани Юлия закончила школу, затем поступила в училище на товароведа, а сейчас учится в медколледже по специальности фармация. У нее есть дочка от первого брака. Юля всегда знала, что у нее есть родные родители, и постоянно пыталась их найти, но безуспешно. Ни по Рязани, ни по России информации об этом не было. Своей историей она поделилась с возлюбленным Ильей Крюковым. Молодой человек сказал, что все возможно, и принялся искать архивную ориентировку. Он стал искать в интернете и вышел на сайт Аршанка. Бай. Там была новость за 1999 год о розыске девочки Юли. Описание очень подходило под мою историю, более того, отчество совпадало, хоть фамилия и была другая, рассказала девушка. Несколько дней ребята думали, что делать. В итоге Юлия не выдержала, и они решили позвонить. Номер набрал Илья. Он же и рассказал историю Юлии. Минские стражи порядка попросили прислать фотографии Юлии. Физиогномисты изучили снимки и пришли к выводу, что это она, пропавшая 20 лет назад, дочь супругов Моисеенко. Чтобы официально установить родство, пришлось провести тест ДНК. И родство подтвердилось. Недавно Юля ездила на родину, познакомилась с родителями. Те уговаривают переехать к ним, но она пока решила остаться в Рязани. «Отец просил у меня прощения за то, что так вышло», — говорит Юлия. «Мы были на станции Новое село, показали они мне там все. Конечно, они все плакали. И к маминой сестре ездили, в основном все плакали. На первой встрече даже сказать не знаешь что, как себя вести. В таком растерянном состоянии пребываешь, что не до этого. В следующий раз собираемся поехать, наверное, уже зимой. Пообщаемся подольше, узнаем друг друга. Сейчас мама звонит мне каждый день, все родные пишут. Мы постоянно на связи. Они зовут меня к себе все время». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.